Сегодня решила приготовить булочки с маком. Кто любит такую выпечку сдобную, дрожжевую, добро пожаловать! 200 грамм сухого мака нам надо залить кипятком большим количеством воды, так, чтобы у нас мак покрывал полностью, где-то на 3-4 сантиметра больше воды было. И оставляем этот мак на 30 минут, чтобы, если мак старый, то вся горечь из него выйдет. Пока наш мак настаивается, приготовим опару. У меня здесь 300 миллилитров хорошо теплого молока. В него мы добавляем 4 столовых ложки сахара, такой без горки. И сюда же мы добавим 6 столовых ложек муки. Это хороший, прям с горкой такой добавляйте, не боитесь. Так, и один брикетик живых дрожжей, у меня здесь 28 грамм. В общем, туда его все. И это нам теперь надо хорошенечко все перемешать и оставить подходить на полчасика. Ну, обыкновенная опара, как всегда это делается. Нам понадобится 450 грамм муки, больше-меньше там будет видно. Я сейчас хочу просеять 500 грамм муки, и потом буду постепенно, ну, чтобы потом у меня уже была готовая просеяна, потом буду постепенно добавлять. Ну вот, я просеяла, у меня здесь 470 грамм муки, я думаю, мне этого будет достаточно. Так, прошло полчаса, и я сейчас хочу процедить мой мак. Вот я через марлечку его сейчас отожму, как можно больше воды, чтобы вышло отсюда. Okay. Перебиваем мак блендером, но без сахара. Если вы забьете с сахаром, то у вас начинка станет жидкой. Если нет блендера, можете перебить, либо раздавить в ступке, либо через мясорубку. Смотрите, летит во все стороны, вся кухня будет в маке. А теперь в наш мак добавляем стакан сахара и хорошенечко перемешиваем. Сначала мак будет сухой, а потом может даже побелеет, а через некоторое время он станет влажный и такой красивый, черный, прозрачный. Ну вот, впрочем, наша начинка маковая готова. Если вам нравится, вы можете добавить сюда изюм, клюкву, что там у вас есть, орехи. Это все пойдет сюда и будет очень вкусно. Видите, он побелел сейчас, но потом через некоторое время вы увидите, что он будет белый, черный, глянцевый такой. И займемся нашим тестом. А сейчас нам надо взбить 2 яйца. С пол чайной ложечкой соли.
просто это все надо взбить. Теперь возьмем нашу опару. Посмотрите, какая она вышла. Большая и красивая. Мне, наверное, этой мисочки не хватит, чтобы замесить тесто, потому что я не ожидала, что у меня столько много выйдет. Так, нам надо в эту опару влить яйца наши. Все перемешиваем. И сюда же нам надо добавить 130 мл растительного масла без запаха. У меня подсолнечное. Я бы оливковое масло не рекомендовала добавлять в сладости. Можете взять арахисовое масло. Оливковое оно дает горчинку. И если вы думаете, что вы сделаете лучше, вы сделаете только хуже. И теперь нам надо постепенно добавлять в наше тесто муку, которую мы просеяли, помните, заранее. И перемешивать. Замесить мягкое эластичное тесто. Так, у меня уже ложка не проворачивается, и я это тесто буду теперь вымешивать руками. Я высыпаю оставшуюся муку на стол. Таким образом выкладываю сюда мое тесто. Я забыла добавить ванильный сахар. Я вот таким образом сделаю, но вы так не делаете. Добавляйте сахар ванильный, когда еще не замешано тесто. Так, вот я выложила мое тесто, и я теперь его начинаю просто замешивать таким образом. У вас должно получиться такое не липкое к рукам тесто, но тем не менее не забивайте его, сильно не замешивайте, не перемешивайте. И оставляем его на 30 минут отдыхать. Накройте полотенчиком и пусть 30 минут постоит. Я в свой мак решила добавить 100 грамм изюма. И я еще сюда добавлю 200 грамм грецких орехов. Я сейчас, вот видите, их слегка поджарю на сковородочке. Измельчу и добавлю сюда же. Ну, я вот думаю, так будет достаточно. Видите, довольно-таки крупно я ее порубила. Так, добавляю сюда орехи. Перемешиваем. Ну вот моя начинка готова. Можно приступать к тесту. Ну
что ж, посмотрим. Видите, как разрослось тесто. Я приготовила противень с пекарской бумагой. И сейчас будем раскатывать тесто, наполнять его начинкой. Я не знаю, я еще не решила, что я хочу. Я хочу рулет, либо я хочу булочки сделать. Сейчас по ходу движения решу. Разделю тесто на две части, так-то будет легче, наверное, все-таки работать с ним. Одну часть в сторону отложу, а вторую сейчас раскатаю. Видите, какое оно получается воздушное, там внутри пузырьки. Это очень хороший знак. Стараемся раскатать его в прямоугольник. Так, я раскатала тесто, ну где-то у меня толщиной 1 сантиметр. Не совсем я прям его прозрачным делаю. Ну так как я на две части разделила, я и начинку сейчас делю на две части и выкладываю половину. Так, чтобы вам видно было. Оп. Ну вот так, наверное, будет половинка. Сейчас я распределю его хорошенечко по всему тесту. Даже, может, еще немножко добавлю. Так. Руки черные, все какое-то. И теперь я заворачиваю это все в рулет и хорошо защипываю края, чтобы у меня не выскочила начинка. Вот так. Вот таким образом. Так. И здесь. Я все-таки, наверное, сделаю булочки. Так, режу такими достаточно широкими. И выкладываю на противень. Опля. И оставляю на расстойку на 30 минут.
Ну что ж, посмотрим. Вот как они расстоялись. Что-то вот у меня развалился. Не знаю, правильно я сделала, что я сделала булочки. Может, надо было рулетом оставить. Меня больше всего волнует то, что внизу потекло, это сахар. И он, если будет гореть, чтобы потом не было все сгоревшее. Так что вы, наверное, делаете рулет. Посмотрим, что у меня получится. И все, и отправляю я в духовку на 180 градусов, уже предварительно разогрето, и пока они зарумянятся. Вот такие красивые булочки у меня получились. Сейчас я насыплю немножко сверху для украшения. Можно было, конечно, яйцом сверху намазать, но мне вот так нравится, больше красивее. Вот такие. Сейчас попробуем, что у меня тут получилось. Так. Ну что ж, попробуем, что у меня получилось. Булочка приклеилась. Если вы слышите чавканье, вы не ошибаетесь. Очень-очень вкусно. Приятного аппетита!